Что касается ограничений на там, строительство, еще что-то, ну, часто же говорят, ну, смотрите, если не будет государственного регулирования, там, понастроить же там все, что угодно. Ну, во-первых, не понастроить все, что угодно. Сейчас проблема, опять же, в чем? Что когда определяют вот эти нормы, где что можно строить, где что нельзя, где там разрешение надо получать там, и так далее, опять же, определяет, во-первых, это правила устанавливаются для всех, ну, для всей страны, по сути, да, то есть вне зависимости от конкретных условий, там, конкретной ситуации, конкретного, там, не знаю, ландшафта, конкретных потребностей, нет, то есть всех под одну гребенку, где-то, может быть, и совпали эти потребности, там, людей, которые там живут, с установленным правилом, но в большинстве случаев они не совпадают, ну, они просто не могут совпадать, если одно правило для 40 миллионов человек в этом смысле. И в этом опять возникает проблема. Если же мы говорим о частной собственности, то там ограничения все равно будут, потому что когда люди владеют участками земли, которые находятся там рядом, понятно, что если там один выращивает, не знаю, там пчел разводит, да, на своем участке, там ферму пчелиную организовал, а другой там решил ну, даже там свалку бытовых отходов, да, построить коммерческую, организовать. Понятно, что это конфликт. Но сейчас как раз, если государство захочет построить свалку отходов, оно сделает и никого не спросит. Если же это частные собственники, они никогда не поступят настолько опрометчиво, потому что если этот будет таким образом пренебрегать интересами частной собственности там, соседа, да, то сосед всегда может сделать что-то такое, что и этому не понравится. То есть к такой войне никто не пойдет. Почему? Потому что частная собственность, они за деньги ее купили, там, или их там родители их покупали. То есть всегда ресурс в этот вложен. Поэтому никто его просто так разбазаривать не будет и будет договариваться. Кроме того, то есть даже сам по себе начало конфликта не может возникнуть. Иными словами, если кто-то захочет свалку бытовых отходов организовать, значит, в такой ситуации он, я вам гарантирую, организует ее только тогда, когда он договорится с пчелиной этой фермой. Условно говоря, забрось свою ферму, давай я тебе буду отдавать там 30% от дохода от этого, это будет там в 5 раз больше, чем ты сейчас заработаешь, и если это устроит, значит, все состоится. Или наоборот, то есть они как-то договорятся. Кроме того, когда мы говорим о частной собственности, мы же говорим, частная собственность подразумевает ее защиту. То есть есть суды, которые определяют, нарушена частная собственность, то есть кто-то кому-то должен компенсацию выплачивать, кто-то не должен. И здесь тоже частная собственность определяет там вполне себе прозрачное и понятное единообразное правило. То есть если ферма пчелиная построена здесь и функционирует, а кто-то хочет создать на своем соседнем участке что-то, что будет ей мешать, это нарушение частной собственности, и просто он будет настолько оштрафован, что ему просто это нерентабельно будет делать. Или наоборот, если уже есть свалка бытовых отходов, то строить ли рядом на участке ферму или нет, это уже проблема потенциального фермера, да, потому что он может построить, но он не может никаких претензий предъявлять владельцу этой свалки. То есть там все разрешается. Частная собственность, как раз ее основная функция, это разрешение, недопущение конфликтов и разрешение конфликтов. Да, нет ничего идеального, беспроблемного, но когда у нас все в частной собственности, этих проблем возникает как сказать, не намного, там десятки, сотни, в тысячи раз меньше, а разрешить их проще, потому что сразу понятно, кто виноват, а кто пострадавший. В нынешней ситуации, когда участки земли принадлежат государству, не знаю, там, громаде, муниципалитету, кому угодно, конфликты, во-первых, изначально сразу заложены как фундамент, и, во-вторых, непонятно, как их разрешать. Потому что, действительно, частный собственник, его дом, а громада хочет что-то с землей сделать. Причем она никак... Проблема же в чем, когда громада решает, что она никак не несет никаких издержек. То есть она может любое решение принять, которое считает выгодным, не неся издержек. Вот если вы принимаете любое решение по поводу получения какого-то дохода, при этом у вас издержки 100% нулевые, то любое решение можете принять, потому что доход у вас всегда есть, всегда сразу прибыль. Там больше, меньше, но всегда есть прибыль. А вот если у вас есть реальные издержки, у частного собственника всегда есть издержки, то тут уже возникает вопрос, в смысле ситуация, когда вы не можете любое решение принять. То есть вы можете принять решение, когда только ваш доход этого решения превышает ваши издержки. Иначе вы просто отрезаете себе руку, условно говоря, или пилите сук, на котором сидите. Да, есть, бывают, условно говоря, там больные, нездоровые люди, которые даже
являясь частным собственником, могут принимать какие-то абсурдные решения, но ситуация в том, что при частной собственности все мотивы, стимулы направлены на то, чтобы применять правильное решение. При этом какая-то часть будет неправильной, в том числе по поводу там не совсем адекватных собственников. Когда же у нас речь идет о государственной, муниципальной, любой собственности, которая не частная, то у нас здесь все мотивы и стимулы направлены на то, чтобы принимать неправильные решения. Именно поэтому тут ситуация наоборот. То есть все решения принимаются неправильно, и только какие-то больные и нездоровые случайным образом принимают правильные решения в результате. То есть ситуация на 100%, на 180%, на 180 градусов отличается. Действительно, если мы посмотрим, ну вот все говорят, планирование городов необходимо, для этого государство, там мэрия, как там, главный архитектор или генеральный архитектор. Посмотрите, а где, собственно, люди предпочитают отдыхать, жить? Вот там, где они спланировали, эти архитекторы и государства, да, или где частным образом в свое время строились дома. А чтобы понять еще вот этот контраст между государственным планированием и частным самозастройкой, так называемой, да, посмотрите на города, которые государство изначально спланировало от нуля, то есть на ровном месте. И вы увидите, вот посмотрите пример, допустим, Китая, где бралась пустынная местность, и там возводились города на десятки миллионов человек. Так вот эти города до сих пор стоят пустые, то есть что там никто не хочет жить, потому что по спланированном государством городе жить невозможно, никто не хочет. Люди живут даже там в сельских хатках, там в городах, которые построены обычным образом, а в четко спланированном, идеально продуманном государством городах они стоят пустые, которые называются города-призраки. Можете набрать в интернете и посмотреть, что это происходит. Потому что даже дело не в том, что тут же, когда, вот вы правильно сказали, когда строили частным образом, там, сейчас это центр Киева, да, то всегда определялись, ну, во-первых, где построить дом. То есть есть вот какая-то планировка существующая, там какие-то улицы, пустые места, и где новый дом строился, ну, частным собственником. Где строился, вы правильно сказали, где он может больше заработать. А где он может больше заработать? В том месте, где, если построить дом, люди предъявят на него больший спрос, где им будет удобно жить, отдыхать, развлекаться, будет безопасней. Именно там очередной дом возникал. После него где дом возникал? Тоже по тем же самым критериям. Поэтому, получается, все дома, все улицы, там, площади строились с максимальным удобством, комфортом, безопасностью и так далее. А как строятся, планируются государственные города? Очень просто, чтобы ровненько, красивенько, чтобы кортежам удобно было ездить, чтобы удобно было планировать. Ну, то есть, когда раньше красивые дома строились, а в Советском Союзе стали коробки строиться. Почему? Проще, потому что. Почему их не заботило это? Да потому что прибыли уж никакой нет, заработать нельзя, не надо. Поэтому дом стоит, мы птичку построили, госотчетности отчитались там и так далее. Частный собственник никогда так не будет строить, он не строит для галочки, повторю, он строит для получения прибыли, дохода. А это можно сделать только тогда, когда вы очередной дом построите в самом идеальном для человека, для людей месте, которые будут им пользоваться. То есть он может, я всегда говорю, он может и ненавидеть этих людей, которые купят эти квартиры, будут жить в этом доме или снимать эти квартиры. Он вообще может их ненавидеть страшной силой. У него выхода нет, у него другого выхода нет. То есть он же жадный, там, ненавидит людей, деньги ему нужны, он хочет получить больше прибыль. Поэтому, страдает, но строит так, как лучше, и там, где лучше для людей. А потом ходит, опять плюется, но хоть рад, что прибыль заработал.